Начинать надо, друзья, не с этого. Не будьте лопухом, друзья. Привет, друзья, с вами Фавионыч. Отправляемся очередной раз в стрит-поход. Воду с собой взяли, а точнее лимонад. Кстати, кто не посмотрел ролики, 2 ролика было у меня по лимонаду. Один рассказ, ну а второй просто инструкция по приготовлению. Ингредиенты там все указаны, а концентрация, именно даже не концентрация, а количество, что в принципе можете выбирать сами, кому как нравится. У нас наконец-таки стало холодно, сегодня меньше 30. Да, кстати, друзья, кто смотрел ролик короткий с методом приготовления лимонада, могу вам сообщить, что у меня впервые за несколько лет полностью перегрелся iPhone. То есть он написал опасность и выключался 2 раза, поэтому мне приходилось менять локации, переснимать. Да, что касается, друзья, рюкзака. Обзор рюкзака Adidas вы смотрели наверняка. Ну, могу вам сказать, что это лето хорошая проверка. И в этом рюкзаке действительно очень жарко. Это, конечно, не так, как было в моей поездке в Грецию на Крит, когда я взял с собой Maxpedition, косой вот этот слинг, так называемый военный. Ой, там было вообще пекло. Поэтому Adidas, конечно, вот то, что у меня с жаркой, хотя она формованная эта спинка, все равно очень жарко, друзья. По поводу жары, по поводу техники. Да, перегрев — это такая серьезная проблема, поэтому использование каких-то охладителей, не знаю, может, кто-то пользовался, когда помещал в сумку вашу походную какие-то ледогенераторы, можно сказать, или просто воду использовал, поскольку она тоже является таким неким охладителем пространства. Ну, в общем, съемка в жару для техники — это серьезное испытание. Друзья, кто смотрел мое видео про карманные камеры и про джинсу, наверняка запомнили, что основным параметром для меня, если вы занимаетесь стрит-фотографией, является время. Время готовности вашей камеры и время, когда вы сможете ее достать. Что касается вот этого рюкзака, здесь это время, оно гигантское просто, потому что если вы используете инсерт от f-стопа, который туда можно положить, то у вас уйдет, наверное, минута, пока вы оттуда его достанете. На данный момент у меня сейчас камера находится в верхней части рюкзака, которая скрыта под тоже герметичной молнией. Но для того, чтобы, скажем так, получить доступ к этой камере, мне нужно сначала снять, вот так перекинуть рюкзак. Плюс лямки здесь не предусмотрены для режима слинга, да, поэтому мне придется снимать полностью рюкзак. В отличие вот даже Кенти, который слинг рюкзак, где я мог просто перевернуть его перед собой, да, вот таким вот образом, вот так, и дальше доставать камеру. Здесь это не предусмотрено, поэтому мне придется снять рюкзак, потом достать камеру, открыть, потом вытащить ее отсюда, ну и, собственно говоря, продолжать дальше. Так какое же решение, друзья? В случае с Sigma DP3 она помещается в напоясные ремешки, точнее не ремешки, сумки, да, которые, вы знаете, у блогеров вот здесь висят. И я не взял сегодня, к сожалению, с собой эту сумочку, но можно попробовать уместить камеру вот в карман, да. И видите, что она помещается в карман, даже в мои шорты. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что многие, так же как Фавионыч, совершают ошибки, когда при выборе новых каких-то рюкзаков, сумок купили и отправились в путешествие. А потом обнаружили, например, как у меня это было в случае с Maxpedition слингом, да. То есть он удобный, да, хороший, но только не для жаркое время, потому что практически невозможно. И быстро достать оттуда камеру не представляет собой возможным. Так вот, спросите, какие же удобные сумки для быстрого доставания я рекомендую? Ну, конечно же, начнем с тех, которые не f-stop. Это паспорт Sling от компании Löwe Pro, друзья. Восточный человек, который разработал этот дизайн, на самом деле великий дизайнер. И он сделал действительно сумку, которая позволяет быстро получить доступ к содержимому. Домки. Не все домки, друзья,
те, которые не имеют молний, да, они таким обладаем. Но там другие проблемы. Там именно сложность в том, что это броские вещи. Скажете вы, нет, конечно. Нет, если говорить о тех сумках, которые, например, я показывал вам пятерку, которую недавно показывал, это как раз дизайн украл у бомжа. Поэтому эти сумки не броские, но клапан открыть, достать молнию, то есть все равно это больше времени, чем, например, у того же слинга от F-Stop, да, Кенти, например. Рюкзак двухлямочный, но это слинг, можно сказать. Он поворачивается, но, конечно, он идет никакое сравнение с тем любимым рюкзаком, который я, вы знаете, использую уже не один год. Это один из первых моих рюкзаков. Это Бруклин. Фантастический по времени использования, плюс к нему можно всего много чего прицепить, если модифицировать. Я уже показывал, как это делать. Посмотрите видео. Что же современного нам предлагает... Опа, смотрите. Какой кузнец. Давай, двигайся. Прыгай. Нам тоже надо прыгать, быстро все это делать для стрит-фотографий. Ну и в путешествиях моменты интересные, конечно, чтобы не упускать. Что же предлагает F-Stop? Во-первых, вес. Значит, вы знаете, что есть ультралайт рюкзаки, так называемые. Это рюкзаки, которые считаются меньше килограмма весом. F-Stop выпускает такую серию ультралайт. Есть Гуру, есть Лока, есть Кашмир ультралайт. Но они все идут все равно чуть больше килограмма. Кило 200, кило 300, по-моему, насколько я помню. За счет чего, друзья? За счет того, что формованная спинка, которая здесь тоже в рюкзаке есть, она позволяет вам все-таки как-то нивелировать. Видите, вот. И вот эти воздушные каналы все-таки не полностью вы касаетесь рюкзака. В случае с моим Бруклином там спина полностью касается, несмотря на то, что есть сетка. Но в чем же преимущество слингов? Преимущество в том, что вы можете менять его положение не только близко к стене, но к спине. Ну и подальше сделать от стены вот такой. И сделать такую, нечто подобную вентиляцию, как вот эта решетка. Поэтому я бы обратил ваше пристальное внимание, в первую очередь, при конструкции рюкзаков, именно к тому, что идет к спине. Я, когда искал рюкзаки много лет назад, нашел такой рюкзак, и был даже мой выпуск из компании Pixalur, где такой рюкзак был, где фоторюкзак совместили производители с рюкзаком горным, с сетчатой спинкой. Такие спинки есть у Вауде, у рюкзаков, которые предназначены для гор, для походов, ну, для туризма, как говорится. Значит, F-Stop пошел другим путем. И здесь в основном качество материала, фурнитуры и формованные спинки. Так же, как у вот этого деда, с которым я иду. Там тоже формованные спинки, но эти спинки откидные, поэтому позволяют вам технику более безопасно хранить. И самое главное, удобно доставать. То есть вам не нужно каждый раз класть рюкзак спинкой, да, на грязь. Вы кладете той обратной частью, которая к спине, открываете со стороны спины. Это преимущество в чем? То, что у вас всегда спина, часть которой к спины, всегда чистая. Вы кладете на противоположную сторону и потом открываете. В новой линейке от F-Stop, которая вышла уже больше года назад, насколько я помню, это серия Дайот. Это городские рюкзаки. Я рассказываю именно про них. Потому что есть Mountain серия, вы знаете, я про них говорил, начиная от Гуру и заканчивая самым большим Сухой, да, 80-литровым рюкзаком, одним из лучших. Так вот, друзья, кстати, вот Тилопа самый популярный, вы посмотрите мое видео по его обзору, у меня, правда, старая Тилопа, 62 литра, но, тем не менее, чтобы понимать, что большие рюкзаки, это не значит большие в габаритах, потому что Тилопа складывается, она армированная, она с рамой, которая вытаскивается, проволока алюминиевая, очень удобная штука для перевозки. Так вот, возвращаясь к нашим рюкзакам серии Дайота. В общем, смысл в чем? Там формованная тоже спинка в новой серии Дайота. Есть два рюкзака. Один 11-литровый, то есть точный объем моего старого Бруклина. Но, в отличие от Бруклина, формованная спинка уже не плоская, как у моего, не сетчатая. Плюс крепеж есть для возможности присоединить
штатив. То, что мне приходилось придумывать с помощью петель, которые вот для полета, здесь этого не требуется. Здесь уже есть ткань водозащитная, плюс молнии герметичная. И самое главное, друзья, то, что это легко перекидывается система и позволяет вам быстро достать камеру. Одним поворотом вы просто перекидываете на бок рюкзак и сразу достаете камеру. Я, по-моему, даже записывал видео, сколько секунд на это уходит. Уходит это, ну, секунд 10, может, максимум. Вот, кстати, мы подошли к месту, где трубы. Трубный арт я снимал здесь. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что, ну, во-первых, жарко сейчас очень. Во-вторых, все-таки время доставания. И многие фотографы не делают кадр. Почему? Потому что они понимают, что вот только задумались, увидели кадр, и теперь представляют, сколько времени достать рюкзак. Соответственно, когда они достают, все окружающие участники стрит-фотографий видят, что пришел фотограф и начинает доставать рюкзак. Что это происходит? Ну, происходит утеря момента, и, собственно говоря, незаметно вы не снимете. Как в случае, в отличие от карманного стрита, да, где я могу, например, вот так вот достать камеру. Ну, вот сейчас она у меня с крышкой, да, включить ее и уже снимать практически сразу. Вот о чем я с вами хотел сегодня поговорить. Про вот этот продолжение этого карманного стрита. Карманный стрит, но вы скажете, только в стрите это применимо? Нет, друзья, это в пейзаже тоже имеет значение. Почему? Потому что зачастую объекты движения в пейзаже, которые, вы знаете, оживляют пейзаж, это птицы, это какие-то фигуры, это какие-то быстро меняющиеся силуэты, например, та же самая тень, это какие-то особенности деревьев или какие-то внезапные явления, которые появляются в небе, те же самые облака. Вам на это требуется тоже сократить время. Но самое главное, друзья, о чем я говорю, это не упустить момент, то есть не спугнуть объекты, которые будут у вас в кадре. Ну а как почувствовать, когда объекты появляются в кадре, о чем мой канал записывает, техники именно съемки. Смотрите мои видео. У меня есть множество видео по пейзажной фотографии, по стрит-фотографии, по мобильной фотографии, которая сейчас все более популярная. И мои видео начинают подниматься по мобильной фотографии. Вот такие дела. Я надеюсь, меня будет видно. Я тут трубу использую в качестве трипода. Жарко просто, друзья, невозможно. Видите, приходится вот использовать лимонад, который я записал вам 2 рецепта. Посмотрите. Кто задумается над выбором рюкзаков и смотрит рюкзаки по каким-то объемам, по каким-то карманам, по молниям, начинать надо, друзья, не с этого. Начинать нужно с того, что идет к спине. А вы знаете, что спина от слова спина, то есть спать на, поэтому отдых. И в движении спина должна тоже вентилироваться, иначе будет тяжело. Не будьте лопухом, друзья. Итак, друзья, вот инструмент, которым я пользуюсь много лет. Уже знаете, теперь он с фильтром Red Stock. Ну и, собственно говоря, компактная камера, которая действительно может поместиться в кармане. В некотором смысле, да, используя крышку. Ну, все-таки не поцарапать. Хотя покрытие, которое здесь нанесено, заявлено, что оно не царапающееся. По моему предыдущему фильтру было понятно, что это так. Поэтому, друзья, подготовьтесь к съемке, возьмите компактную камеру. Если у вас нет возможности взять какой-то суперкомпактный, возьмите 2 камеры. Одну, ну, такого размера, или тот стандарт, который вы используете, и возьмите вторую маленькую камеру компактную. В такой камеры может быть, например, телефон, iPhone. Если вы не любите снимать iPhone, знаю таких людей, классических фотографов, они берут компактные камеры, может быть, даже старые, та же самая Konica, которую я показывал, Minolta, ну, другой вариант Canon. И это иногда в тех местах, где нельзя снимать, или где будет у вас ограничения, это вам поможет. А, кстати, в моем случае, если вы смотрели видео, вот, кстати, видите, тоже интересный объект на велосипеде. Некая такая полоса контрастная, да, и можно попробовать сейчас сделать кадр. Да, не получится, потому что объект вышел. Ну, видите, я потерял момент, потому что я не успел ничего сделать. Но мы приближаемся с вами к месту, которое я превратил в арт. Я сейчас попробую сделать, чтобы звука было больше. Вот этот шлагбаум, где я снимал вот этот арт, который я превратил потом в контрастный арт. Вот видите, да, эти следы, видите, такая полоска.
которая дальше извивается, и получается такой некий сюжет для арт-фотографий. Вновь около этого здания это чистая линия, где вкусное мороженое, где красивый арт можно сделать, ну и какие-то вещи интересные с 80-х годов, о которых я записывал, в том числе видео про карманные камеры. Друзья, какой минус хранения камер в кармане, да? Вы понимаете, что с блендой это достаточно сложно сделать, а время на открытие крышку, вот я вытаскиваю из кармана, нужно открыть крышку, потом поставить бленду. Соответственно, на это уходит значительно больше времени, уходит уже не 10 секунд, а больше. Поэтому почему я храню камеру с одетым фильтром и одетой блендой? Потому что ничего не требуется делать. Вы достали, включили. Если у вас включен быстрый режим, который у меня активирован, кстати, напишите, друзья, кто не пользуется быстрым режимом включения, обязательно этот режим активируйте. Пусть он потребляет больше времени, но готовность камеры практически сразу. То есть вы включили и через секунду уже снимаете. Поэтому это очень важно для стрит-фотографий, друзья. Ну, надеюсь, у вас, друзья, какое-то понимание придет. Какие основные основы, да, быстрой съемки при стрит-фотографии, при пейзажной фотографии. И какие аксессуары, ну, это грубое слово, я бы сказал, какие навыки вам нужно. И, собственно говоря, какие, более важно, инструменты пригодны для этого. Это касается самих систем хранения, где вы храните камеру, начиная от кармана, заканчивая специализированными рюкзаками. И касается активации функции быстрого старта. Еще раз закрепим. Дальше. Наличие светофильтра, который не позволяет вам тратить время на очистку линз перед съемкой. Это, да. Второе, наличие бленды, которая даст вам возможность снимать сразу. И кто смотрел мое видео про лимонад крайне, там видели, что я потратил очень много времени на значок. И вот в той части стены, это на самом деле фотография взята из моего ташкентского стрита. Посмотрите это видео, она вот здесь подсказка будет. И, соответственно, что получилось? Я увидел, что это мне понадобится, но не знал для чего. Потом я все-таки в окошко себя посадил, но для того, чтобы... Ой, как здесь воняет. Это получилось, мне пришлось попросить девушку снять на iPhone в этом домике. Ну, тот ракурс на фоне желтой машинки с задним фоном просто желтым, да, который идеальный был для вписывания, идеален для моей картинки, моего стиля. Это желтый цвет, такой лимонный. Не получилось почему? Потому что солнце заходило, и надо было еще минут 15 ждать, пока она зайдет за дом. Она била прямо в iPhone. Айфона нет никаких защит, нет никаких поляризационных фильтров, поэтому... Да и поляризационный фильтр против солнца вот такого не поможет. Поэтому что пришлось? Ну, пришлось использовать другой, где уже лишний фон отвлекающий. Поэтому бленда, друзья, бленда. Вне зависимости от того, снимаете вы на дрон, на телефон, еще куда-то. Бленда — это второй по значимости покупка после карточки памяти. Ну, кто узнал, с противоположной стороны у нас вот это зеркальное здание, где я снимал свой зеркальный арт, который, кстати, тоже попал в Explore. Как раз вот, по-моему, мы подвигаемся к этому месту, где это произошло. Ну, вот, собственно говоря, ответы на вопросы по поводу быстрой фотографии стрит. Да, друзья, вы спросите меня, удобно ли, друзья, действительно хранить камеру в кармане, шорт или чего-то. Нет, при таких размерах, конечно, нет, друзья. Если бы у меня здесь была косая сумочка, даже маленькая, вот, которую носят блогеры все, это было бы намного удобнее. Поэтому это лучший вариант, чем просто в кармане. В жару это точно абсолютно так. Вообще один, друзья, просто один, никого нет, пустой автобус, абсолютно. Ну, то, что я говорил, видите, Климаку, они все мокрые, я вот трогаю их. Единственное преимущество — это вот раздельные отсеки, то есть вот верхний отсек есть, где у меня камера лежит, и есть еще нижний отсек, куда я спрятал мясо. Поэтому в этом плане, конечно, раздельные отсеки — это удобно. Друзья, ждет. Да жарко очень. Вон, видите, у нас тут уже начинает собираться тучи.
Птицы ждут, когда же будет дождь. Привет. Ну ладно, сиди, отдыхай.